Привет всем, меня зовут Татьяна, я хозяйка магазина iDon'tNeed.com. Я нахожусь в Калифорнии и высылаю пряжу по всему миру. В моем магазине премиальная люксовая пряжа, которую реально очень-очень тяжело найти. Я очень люблю заниматься таким именно делом, искать редкости и потом делиться этими редкостями. И вот такой вот новый вернее, не новый, а у меня уже был этот артикул я получила. Значит, это у нас Saint-Tropez, или по-другому его называют сисики в одном из магазинов в России. Сисики. Это Saint-Tropez. У меня эта пряжа уже есть в магазине, вернее сказать, была. У меня осталось совсем-совсем немножко. Там есть, по-моему, или были розовый цвет, такой raspberry был, были такие вот бежевые оттенки, синий еще немножечко остался. Ну, там осталось очень-очень мало, и все мои покупатели, всем очень понравилась пряжа, потому что все-таки здесь не просто лен, а содержание с Mulberry Silk и 5% здесь пайеточки. Пайеточки 2 миллиметра на расстоянии примерно сантиметров 15 друг от друга, одинаковое расстояние. Вот, и в этот раз мне вот удалось, буквально удалось урвать вот такую вот поставочку. Значит, я хотела снять, честно говоря, на улице, но у нас сегодня 104, то есть это практически невозможно. Вот, может быть, чуть-чуть позже я просто поснимаю, чтобы показать, как они блестят, но блестят они нереально красиво. Значит, что мне очень понравилось в этой поставке? Цвета. Цвета все очень-очень хорошо подходят друг другу. Все такие элегантные. Большинство выдержано в бежевых серых тонах. Кстати, у меня, когда первая поставка была, и было несколько бобиночек, они ушли, в принципе, сразу. Вот, и сейчас как раз получилось, что пришло достаточное количество очень-очень красивых цветов. Сейчас начну по порядочку. Вот такой вот, он не белый, он, знаете, он похож сейчас на лед замороженный, он не белый, он и еще просто на камеру все цвета сейчас очень-очень высветляются, на самом деле они темнее, вот, и когда я буду выставлять на сайт, то я, конечно, всегда цвета подгоняю под натуральные цвета, стараюсь это делать как можно аккуратнее. Не всегда, к сожалению, это удается. Очень сильно зависит от дневного света, вечернего света. Бывает пряжа интересного цвета, например, как Таурус. У меня на сайте он реально в днем в одном цвете пряжа смотрится, а вечером в другом. Поэтому я также стараюсь, когда я называю пряжу цветами, то я стараюсь, чтобы в самом названии цвета все-таки немного отражалось на самом деле, на что этот цвет похож. Вот, так что, если хотите, уделить этому внимание тоже. Значит, ну, начнем по цветам. Такой вот есть цвет, он молочный, наверное. Он больше на мел мне напоминает. По крайней мере, сейчас. Знаете, есть такой мел белый. Он такой глубокий, красивый, не холодный такой, но и не теплый. Вот, очень красивый такой белый оттенок. Дальше цвет. На камеру очень яркий, на самом деле очень глубокий. Глубокая-глубокая горчица, наверное. Так, я его потом найду, как назвать. Сейчас он намного светлее. На самом деле очень благородный, красивый, коричневый цвет с рыжим отливом. Вот, ржавчина, не ржавчина, в общем, шикарный цвет. Я бы назвала очень-очень темная горчица. Потом вот такой цвет, бесподобный. Здесь какой-то эффект меланжа, здесь такое ощущение. На самом деле на камеру он синее, на самом деле он зеленый, аквамариновый цвет. И здесь, кажется, он с добавлением бордо. Очень интересное сочетание, просто бесподобное. Вот такие пайетки. И дальше идет шоколадный. На самом деле он темнее. Настоящий шоколадный цвет. Потом идет такой вот очень красивый. Сейчас я представлю.
Smoky Blue. Почему smoky? Потому что здесь меланжевый эффект. По-моему, он перевит серым. Вот. И такой же цвет, вот так вот он выглядит в другой бобинке. Дальше, вот такой вот reddish brown. По-моему, это одна вот такая вот красота. Здесь, наверное, грамм 300. На камеру он ярче намного. В жизни он очень красивый, благородный. Есть такое красное вино с рыжеватым оттенком. В общем, я его бы назвала reddish brown, но он намного темнее. С этим цветом я пока не разобралась, потому что если я смотрю просто на бобинку, он синий, темный. Если на камеру, он черный. Поэтому я буду проверять и выставлять. Очень красивый, очень. Дальше идет такой серый меланж. Светлая ниточка серого и темная ниточка серого. Потом идет шикарный, просто шикарный, наверное, eggplant. Знаете, он или фиолетовое бордо. В общем, я найду, как назвать этот цвет. На самом деле он намного темнее. Очень красивый, очень благородный цвет. Следующий цвет. Вот такой вот какой-то золотой. Тяжело сейчас, не могу, не идет в голову. На камеру он желтее, на самом деле он не такой желтый. И он с каким-то отливом идет. Наверное, это шелк так отливает, потому что, ну, бесподобный цвет. Очень такая глубокая, не знаю, какой даже цвет. Сухая пшеница, может быть, сено, очень темная, красивая, благородная. Дальше вот такой вот бежевый. Ну вот похож немножко, но он темнее тоже. Сейчас я вижу бежевый. На самом деле я потом разберусь. Вот. Пытаюсь поймать правильный цвет, но это тяжело сейчас в доме. У нас очень жарко на улице, поэтому я даже боюсь туда нос высовывать сейчас. Вот такой цвет. То есть видите, какая разница получается. Вот если эти все поставить вместе, они все коричневые, но разные. И они намного темнее на самом деле, намного. Но все разные, вот с таким разным оттенком. Дальше идет вот такой вот цвет слоновой кости. И вот такие две маленькие бобиночки. Ну, здесь грамм 300, я думаю. Вот такого цвета, меланж. Вот из этой области они все вот похожие. Мне кажется, здесь меланж создается тем, что они перевили нитки льна. Вот видите, как нитка состоит. Нитки льна с ниточками шелка. И так как когда окрашивают, прокрас разный, шелк меньше забирает краски в себя, то получается вот такой меланжевый эффект. Потом дальше идет, этот я вам уже показывала, вот такой очень красивый. Очень. Тут сочетание какое-то с серебром он отдает, коричневое серебром, желтым немножко. Вот мне вот так вот очень нравится, когда их соединяешь. Вот это сочетание очень красивое. Сейчас я покажу. Вот, видите? Вот, очень красиво. Благородно, не то слово. Так, и что там еще? Дальше идет еще один коричневый, по-моему, вот этот. Да, он тоже разный. Мне кажется, разный. Может быть, это такой же. Нет, такой же. Я разберусь. У каждого цвета есть номер, и я разберусь. И вот последний, мой любимчик. Такой цвет светлого тауп. Блестит очень красиво. И из-за того, что шелк, да, здесь шелк дает такой блеск тоже сам по себе. Натуральный такой, плюс пайетки. Вот, так что вот цвета я вам показала, что в этой поставке мне очень понравилось. Цвета очень подходящие друг к другу, просто все очень благородные цвета, и их можно прекрасно соединять с друг другом. Или даже если не соединять, то получается, что они практически почти все базовые, и они будут подходить, в принципе, к очень многим, как сказать, ну, аутфит, да,
когда вы что-то компонуете, одеваете, подбираете. Вот, то есть, в принципе, эти цвета очень ко многому подходят, и к другим цветам, их можно комбинировать с чем угодно. Вот, прекрасная нитка сама по себе. Я видела на Pinterest очень много с нее, с этой пряжи вяжут на машинах. Платья очень красивые, потому что все-таки лен, а нитка стабильная, растягиваться не будет. Плюс шелк еще вдобавок. Шелк тоже стабилизатор, в то же время шикарный состав. Будет, знаете, не холодно, не жарко. Все натуральное, все очень красивое. И носиться будет очень-очень долго. Плюс вот этот 15% шелка в составе, конечно, очень сильно облагораживает эту пряжу, делает ее не просто износостойкой, но и красивой. Вот, так что, пожалуйста, заходите на мой сайт aruni.com, я буду выставлять эту пряжу на сайт. Еще раз повторяю, она у меня уже есть, там есть небольшие остаточки, пряжа была очень популярная. Вот, и вот, наконец-то я, после того, как я и мои покупатели, мы увидели, что эта пряжа очень-очень хорошего состава, мне удалось заказать еще немножко. Я не знаю, будет ли еще поставка этой пряжи, ее не так-то легко и купить, честно говоря. Вот, ну, пожалуйста, значит, еще раз, в Москве ее, в России, в Москве ее продают под названием Сисики, как я слышала. Вот, на самом деле эта пряжа называется Saint Tropez, и она у меня есть на сайте. Этих цветов пока еще нет, как раз я этим сейчас и займусь. Вот, но там есть остаточки, вы можете посмотреть или зайти еще и еще раз и увидеть все эти цвета. Я надеюсь, в течение пару дней я их постараюсь обязательно выставить. Так что увидимся на моем сайте aduni.com. Всегда очень-очень вам рада. Заходите. И большая просьба, пожалуйста, вы знаете, как работают алгоритмы. Если это видео не имеет никакой реакции, я имею в виду любой, плохой, хороший, не нравится, поставьте не нравится, нравится, поставьте лайк. Просто или какой-то элементарный коммент, или любое пожелание, или просто реакцию, то это видео будет просто немножко продвигаться дальше, чтобы люди его увидели. С другой стороны, если нет никаких комментариев, то это видео просто заглохнет. Будет сидеть на моем канале, его никто не будет видеть. Вот, это я с вами так делюсь. Очень надеюсь на вашу ответную реакцию. Спасибо огромное за то, что посмотрели это видео. Все, увидимся в моем магазине. Пока.